Друзья, давно я вам не показывала вот этот вот приусадебный такой вот садик, который я вам показывала уже, наверное, раза 3 в разные времена года. И посмотрите, как сейчас он выглядит. Много-много декоративных трав, и мискантусы, и пенисетумы, барбарисы вот окрасились. Вот даже верески, которые я вам показывала сейчас в большом ассортименте в садовых центрах. Вот так это все красиво выглядит. Немножко мы опоздали, не показали вам гортензию в ее, так сказать, максимальной красоте. Но сейчас вот вы видите тоже штамбовые формы и хвойных растений замечательно выглядят. И гортензия хоть уже и отцвела, но очень-очень красиво. И много бегоний высадили. А посмотри, какие красивые пенисетумы. Вот кусты пенисетума очень красивые. И на штамбах, конечно, гортензия просто великолепная. Все очень красивое. Посмотрите, сейчас видно, сколько же здесь труда и сколько здесь разных растений посадил этот человек замечательный. Ну, все так дорожки сделал, с камней выложил. Супер. Смотрите, а штамбовые розы тоже какие красивые деревца. И много-много барбарисов. Посмотри. Высажен. Но пенисетумы вообще шикарно смотрятся. Огромные кусты гортензии, просто огромные. Ну, жаль, что отцвели многие уже растения, конечно. И розочки тоже уже не так обильно цветут. И гортензия уже не такая красивая, белая. Но все равно очень красиво. Большой-большой молодец. А вот какой мискантус красивый, да? Это зебринус, очевидно. Ага. Тоже большой куст красивый такой. И хвойные подстрижены так. Здорово, очень красиво. Большой молодец. Не устаю хвалить этого мужчину, да, который тут, да, заботится обо всем этом. Какая красота. Все подстрижено. Выложено даже вот булыжниками, видите? Много трав декоративных высадил он разных. Ему бы больше участок, он бы еще Да. Ну, видите, как люди заботятся о своих участках перед балконами, перед домами. Вот есть у человека такая возможность, и он уж старается тут на всю. Но это море работы, просто огромное количество работы с этим совсем. И денег это тоже, поверьте, очень-очень много. Все это стоит. На хорошую машину. Да, вот, даже видите, вот мы обошли дом практически полностью. Да, и тут тоже это же квартира, и высажены тоже здесь. Посмотрите, сколько здесь хвойных растений высажено тоже различных. Все подстрижено. И опять же пенисетумы уже другого сорта. Ну, большой-большой молодец. Большой молодец. И это просто вот так вот. Да, это просто микрорайон такой, да. Было бы желание у людей. Ну, красота. Тут надо запускать, надо за деньги поспацировать здесь, походить, погулять. Да, вот, кстати, в Европе есть же, что приглашают в свои сады, там за определенную плату люди могут приходить и наслаждаться чьим-то садом, да, частным. И вот тут можно запросто тоже приглашать, чтобы люди посмотрели на эту красоту. А человеку бы и приятно было, еще и на другие растения бы насобирал. Надо было поставить такую ящик, типа, собирают. Да. Надо посмотрите, там тоже гортензии и петуньи в подвесных кашпо. И, ну, просто очень много всего. Красиво очень. Молодец. А вот еще один участок, который тоже мы вам раньше показывали. И посмотрите, как он выглядит осенью. Вот такие вот красивые мискантусы здесь. Смотри, какой мискантус. Ну,
и розы. Вот даже сирийский гибискус цветет. Вот участочек этот, видите? Высадили бегонии здесь, высадили хвойные тут можжевельники, различные хвойные растения, розочки, много. Очень красиво. Тоже красивый такой участочек. А там и рододендроны внутри, видишь, ну жалко, многие растения отцвели, мы не успели просто вовремя это сделать, нас просто не было. Ну вот так вот. А на балконах, вот посмотрите, тоже люди сколько высаживают растений. И тут, и вон налево тоже много высаживают. Красивые балконы. В Польше, кстати, даже есть такое соревнование, так сказать, между самыми лучшими, лучше всего украшенными балконами. Вот. Так что можно даже вот такие вот призы получать за свой балкон красивый. Ну что, ребята, вот и настала осень. И вот сейчас мы вам показываем осень в Польше. Вот так вот выглядят сейчас придомовые территории. Смотрите, как здорово. Вот такие вот хвойные, красивые. Пироканта огромная. Посмотри, какая огромная пироканта. Да, вымахала. Просто Она на бугре, да, очень красивая. И, кстати, мы показывали очень много сейчас сортов и разного цвета. Пироканты продается в садовых центрах. И посмотрите, какая рядом шикарная сосна. По-моему, это веймутова сосна называется. А вот такие, да, вот такие у нее шишки шикарные. И вот такая хвоя, смотрите. Мягкая хвоя, посмотрите. И так интересно, есть длинная, есть покороче. Это молодые, наверное, молодой прирост. Вот видно хорошо, видишь? Ага. Длинные и более короткие. Красивая и очень высокая. Она размером с пятиэтажный дом. А вот, друзья, посмотрите, мы подходим к какому красивому участочку. Смотрите, как люди постарались. Ну, во-первых, посмотри, как тут стриженные формы. И туя, и как называется, круглые, красивые. И вон даже гортензия Аннабель еще цветет. А вот это ж просто какое-то чудо. Вы гляньте, какая гортензия. Очень красиво. Какой кто-то молодец здесь, смотрите, и украсил садовыми всякими скульптурками небольшими. Здесь и розы, и гортензия макрофила, и вот это вот шикарное. Ой, как красиво. Это, наверное, пинки-винки на переднем плане. Очень красиво. И смотри, и вербена еще цветет, и верески тоже. Ну смотри, люди с любовью подошли к своему участочку, а наверху аист в гнезде. Ну, Смотри, выдумщики какие. Не было мороза такого. Да. Ну, не мороза, а Ну вот нуля. красиво, друзья, да? Посмотрите. Молодцы люди. Вот, смотрите, тоже. Это мы вам показываем все участочки, которые мы вам показывали весной, летом. Вот так это выглядит осенью. Посмотрите, какие клены японские, тоже красивые. И красный, и вот такой вот. Красиво, правда? А вон там дальше тоже этот участочек интересный. Там такие растения в разнобой, но все равно посмотрите. И на балконе сколько пеларгонии, да? И розы цветут, и бегой. А нет, тут тоже пеларгония в горшках, посмотрите. Тоже как люди свой участочек, как за ним ухаживают. Как красиво, да? Смотрите. И георгины здесь. Ну вот такая вот красота. Ну Не да. бассейн, а Фонтанчик, фонтанчик. Ну, люди изощряются. может, эти, что-то водяные растения какие-нибудь. Не знаю. Вы знаете, много моих подписчиков просят меня снимать вот такие вот дальше придомовые территории, вот такие вот маленькие садики. Понравилась эта тема нашим зрителям. И вот смотрите, очередной садик, придомовая такая небольшая клумба. Смотрите, сколько здесь всего высажено. И синее море есть, и гортензии,
и юки, и пенисетумы, и мискантусы. Смотри, там под стенкой даже бругмансия. Да, не Ты знаю, видишь? она выдержит или она в горшках? Не знаю, наверное, домой заберут ее. Горшки вижу, Да, в горшках. вроде бы. Ну вот, а такая вот красота. Ну, скорее всего, в горшках. Да, горшок. Вот таких температур. Вот еще один из тех участков, которые мы снимали раньше. И вот сейчас так это выглядит. Но уже не забывайте, сейчас уже какое сегодня? 3 октября. Ну да, Вот. портулак еще цветет. Вот так вот сейчас выглядят все эти хвойные растения. Гортензия, бедняжка, привяла, потому что у нас дождей вообще нету, а люди не поливают, надеются на дождь. Ну вот бересклеты красивые осенью, да, хорошо выглядят. Такой цвет у них красивый. И на штамбе бересклет красивый. И смотрите, до сих пор цветет гортензия макрофила. Посмотрите, какая красавица. А вот посмотрите, так любят растения на 2 этаже, а своего участка нету. И вот люди себе вот на балконе вот такую вот красоту устроили. Посмотрите, как там много пеларгонии. А сосед снизу догоняет. Ну не может. Это наверное. плющелистная пеларгония, У видишь? того солнца больше, и там лучше цветет, может, и смотри. И вербены сверху, по-моему, в горшках, Ага. да. И монстеры. Ну, в общем, такой цветник на балконе. Вот тоже, смотрите, балкон украсили вот такими вот... Что это, петуния, да? Сурфиния. Тоже, видите, тоже миленько, красиво. И обратите внимание, балконы очень низко расположены вот к земле, это 1 этаж. И никто не пытается поставить там решетку, да, для того, чтобы к вам, не дай бог, никто не залез в гости. На 1 этажах, заметьте, решеток нет. А, кстати, ошибочка вышла, смотрите. Вот 1 этаж. Нет. И решетки есть. Ну, может, их поставили еще в советские времена. Конечно, Надежда только на это. конечно. Ой, и они в этом доме со всех сторон решетки на 1 этаже. Ну, Потому что, знаешь что? пойдем. И вот смотрите, этот участочек я вам показывала, весной высаживали. И вот сейчас вот так он выглядит хорошо. И мискантусы, и лавровишня, и розочки. Видите, как все мило. Вот тоже участочек такой. Здесь было красиво весной, потому что здесь вот это вот все рододендроны цвели. А сейчас вот розы и гортензия. Ну и вот дальше тоже у людей розы цветут. Ну вот такой вот небольшой тут участочек, такой дворик. Вот. Такие камеральные дворики небольшие. Но все ухожено, чисто, ни мусора нет, ничего. Подстрижено, и травка, и кусты, видите, все это в порядке. Вот смотрите, котики спят. 2 котика в будочке. Один в будке, второй на будке. 2 братца. А вот посмотрите, интересный какой куст. Я забыла, как он называется. Кстати, дорогие мои зрители, подскажите, пожалуйста, как правильно этот куст. Я так понимаю, это что-то из эонимусов, по-моему. Ну, не скажу точно. Подскажите вы, как он называется. Видите, он становится такого бордового, красивого цвета осенью. А вот маленький кустик тоже такой. Здорово. И опять же, смотрите, огромные пироканты. Очень много. А вот тоже, смотрите, такой веселенький садик. Все намешано, конечно, но смотрите, все равно живенько так, красочно и радостно, да? Есть на чем глаза остановить. Синее море. Ага. Высокое. Астра новобельгийская, по-моему. Ой, и Алису мы. Ой, они пахнут так. Медом Ага, пахнут. действительно. Ой, как пахнет медом. А чё Супер. нет? Ну, уже и вечер. Ну вот, смотрите.
Вот так вот. А сверху тоже пеларгонии у людей на балконах. И тут у многих, кстати, пеларгонии. Вон, посмотрите, сколько пеларгоний на балконах. Вот с этой стороны, если смотреть. Люди украшают свои балкончики. Ну, вот так вот. Ой, а сейчас мы вам покажем просто чудо. Вы не поверите. Посмотрите. На втором этаже, на балконе, огромные деревья бругмансии. Вы посмотрите, какая красота. Просто прелесть. Посмотрите, как она цветет. Все просто усыпано цветами. Да. И пеларгония рядом тоже. Ой, очень красиво. Красота, да? Ага. Там с правой стороны, там и вистерия. Очень красиво. Красота. А вот смотрите, тоже на балконах, тоже пеларгония и бегония, тоже очень красиво. И что-то такое голубое красивое тоже в углу. Сурфиня, Очень наверное, интересно. тоже. Ну, вот так вот люди украшают свои дворы. И на сегодня наш обзор придомовой территории такой садиков возле домов, подъездов в Польше заканчивается. Пишите свои комментарии, пишите, понравились ли вам эти садики, понравились вам такие видео, хотите ли вы еще продолжать смотреть такой контент. Мы будем рады. До новых встреч, пока!